Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Сможет ли Эшреф вернуть сироту Кадира? Сблизит ли смерть Афра Эшрефа и Нисана? Увидит ли Эшреф фотографию Нисана в образе Руи, когда Нисан покажет Эшрефу старые фотографии и придает воспоминаниям? Положит ли Эшреф конец коррумпированному партнерству Кадира и Динчера? Когда Эшреф расскажет, что Динчер убил его отца, а Нисан появился в жизни, чтобы отомстить Эшрефу? Узнают ли они, что Динчер убил Афру? Продолжит ли Нисан работать с Динчером? Смогут ли Эшреф вернуться к прежнему образу жизни при поддержке Хедера после того, как он примирится с Фаруком Гурдалом и Муслимом? Кто угрожал Чикдем и заставил ее выступить в защиту Эшрефа? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Эшреф вернулся к заботе о сиротах, наслаждаясь любовью к Нисан и борясь со злом бок о бок со своими братьями и сестрами, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу. Приятного просмотра! Одной из самых серьезных проблем в жизни Эшрефа станет борьба за сирот. Желание Кадира сохранить этих невинных детей на самом деле отражает его попытку доказать свою власть. Однако, по мнению Эшрефа, вопрос скорее в совести и ответственности, чем в силе. Он никогда не допустит, чтобы с детьми обращались как с собственностью или превращали их в угрозу. Поэтому он пойдет на весь риск и разработает новые планы, чтобы забрать сирот у Кадира. На своем пути он столкнется со множеством препятствий, но Эшреф будет опираться как на свой прошлый опыт, так и на друзей, чтобы преодолеть их. Слова Хыдер-бабы будут направлять его на каждом шагу, и Эшреф в очередной раз покажет всем, что он тот человек, которого он взял себе в защитники. Смерть Афры станет самой большой потерей, которая нарушит баланс истории. Рана, нанесенная ею сердцу Нисана, причинит неописуемую боль. После этой потери Нисан обретет покой в присутствии Эшрефа, потому что именно Эшреф умеет делиться болью и лучше всех понимает значение утраты. А после смерти Афры Эшреф еще больше сблизится с Нисаном, возможно, так, как никогда не ожидал. Их общее горе сблизит их, они будут вместе проливать слезы, молчать и нести бремя воспоминаний. Этот процесс начнет растапливать лед между ними и откроет дверь, которая восстановит разрушенное доверие. Эйприл также начнет просматривать старые фотографии и делиться своими воспоминаниями. Но величайшая тайна, которую когда-либо хранила Нисан, ее личность как Руи, скрыта среди этих фотографий. Эта связь, простирающаяся из прошлого в настоящее, в этих старых рамках, может привлечь внимание Эшрефа. Одна фотография Нисан, в частности, намекает, что она на самом деле Руи. Если взгляд Эшрефа останется прикованным к этой фотографии, внезапно откроется огромная тайна. Раскрытие этой правды радикально изменит не только отношения Нисан и Эшрефа, но и весь баланс сил. Тем временем партнерство Кадира и Динчера будет становиться все более зловещим. Вместе они будут разрабатывать новые схемы, основанные на деньгах, власти и авторитете. Однако это партнерство не имеет прочного фундамента, все построено исключительно на личных интересах. Следовательно, они будут сталкиваться при малейшем столкновении. Эшреф осознает их слабость и в нужный момент предпримет шаги к разрыву партнерства. План Эшрефа не только разлучит их, но и будет направлен на установление собственной справедливости и защиту прав невинных. Динчер и Кадир станут жертвами собственных амбиций. Тайны прошлого вот-вот раскроются. Постепенно откроется правда об убийстве отца Эшрефа Динчером. Эта тайна, которую Динчер скрывал годами, на самом деле станет причиной того, что он ввел Нисан в жизнь Эшрефа. Желая отомстить Эшрефу, Динчер попытается использовать его самое слабое место. Однако, узнав правду, он станет поворотным моментом не только для Эшрефа, но и для Нисан. Нисан будет тяжело переносить бремя сопричастности с убийцей отца ее возлюбленной. Также станет ясно, что за смертью Афры стоит Динчер. Это убийство будет расценено как преднамеренный поступок, а не как совпадение. Если Эшреф и Нисан узнают об этом, весь порядок, созданный Динчером, рухнет.
С этого момента Nissan не сможет продолжать работать с Динчером. Несмотря на страх, она начнет отдаляться от Динчера, увидев его истинное лицо. Вероятность возвращения Эшрефу былой власти будет постепенно возрастать. Его примирение с Фаруком, Гурдал и Нулем создаст союз, напоминающий былые времена. Воссоединение этих друзей станет серьезной угрозой для противоборствующей стороны. Благодаря моральной поддержке Хыдыр Баба Эшреф не только вернет себе былую славу, но и возродится с новой силой. Эта сила устрашит его врагов и даст надежду невинным. Речь Чегдем в пользу Эшрефа, кажущаяся благосклонной, станет результатом серьезной закулисной угрозы. Возможно, Динчер вынудит ее сказать эти слова, но Чегдем также может оказаться под большим давлением. Возможно, ей придется действовать таким образом ради безопасности своих близких. Эта ситуация поставит Чегдем во все более опасное положение, ведь чем больше давления она будет испытывать, тем решительнее будут ее действия. Все эти события выведут историю на новый уровень. Попытки Эшрефа спасти сирот, восстановление связи с Nissan, глубокая пустота, оставленная смертью Афры, возможность раскрытия секретов Динчера, крах его коррумпированного партнерства с Кадиром, воссоединение друзей и шаткое положение Чегдема. Все это создаст мощную бурю. В этой буре каждый выберет свою сторону, и никто не останется прежним. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы смотреть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.